Всем привет, меня зовут Жанна, это мой канал о вязании. Сегодня мы с вами научимся вязать вот такой интересный ажурный узор. Здесь идут ажурные жгутики и вот такие вот есть центральные полосы в виде вот такой вот петли. Так выглядит узор с лицевой стороны, вот так он выглядит с изнаночной стороны. Раппорт этого узора равен 17 петлям плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные петли в высоту 13 рядов. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 2 изнаночные, две лицевые, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Затем нам нужно 3 петли провязать вместе лицевой с центральной петлей. Так как я вяжу классическим способом, у меня петли лежат правой стенкой ко мне, как я делаю быстро вот переставление петель правой стенкой от себя. Первые 2 петли я просто вот так переснимаю за правую стенку на правую спицу. Третью петлю я переставляю вот так. И затем вот эти 2 петли переснятые сразу возвращаю на левую спицу. У меня получается, что у меня сразу же вот эта вторая петля, она получается как первая. То есть первая и вторая петля у меня сразу меняются местами таким вот способом. И затем я беру вот так, провязываю их лицевой петлей вместе. И у меня получается вот 3 петли лицевой петлей вместе с центральной петлей. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. И давайте повторим раппорт еще раз. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, и дальше у нас вот 3 петли, их нужно провязать вместе лицевой с центральной петлей. Так как вот я вяжу классическим способом, я уже показала вот быстрый способ, то есть снять вот таким образом первые 2 петли, дальше вот эту петлю перевернуть правой стеночкой от себя, а вот эти 2 вот так вот, как мы сняли их в таком виде, вернуть обратно. Но если вы вяжете обычным способом, не классическим, то вам нужно будет тогда просто вот эти 2 петли поменять местами, для того чтобы у нас вторая петля шла впереди первой. Так вот мы меняем местами первую и вторую петлю, для того чтобы вторая у нас пошла первой, то есть поверх всех петель. И провязываем их вместе лицевой. Провязали. И теперь 4 лицевые вяжем. Накид, 2 лицевые. Здесь у нас раппорт заканчивается, и в конце мы вяжем 2 изнаночные. Это петли для симметрии. И вяжем кромочную петлю изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд, так же как все изнаночные ряды, мы будем с вами провязывать по рисунку. То есть там, где мы видим с вами изнаночные, вяжем изнаночные. Там, где видим лицевые, вяжем их лицевыми. И накиды также провязываем изнаночными петлями за правую стенку. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 2 изнаночные. 3 лицевые,
накид, 3 лицевые, далее 3 петли нам нужно провязать вместе лицевой с центральной петлей. Вот таким образом я первые 2 петли снимаю, не провязывая на правую спицу. Следующую, третью петлю я просто переставляю правой стенкой от себя. Первые 2 петли вот так возвращаю на левую спицу, так чтобы у меня вторая петля была поверх первой. И провязываю эти 3 петли вместе лицевой за правой стенки. Далее 3 лицевые, накид, 3 лицевые. Это у нас первый раппорт. Провязываем его до конца ряда, необходимое количество раз. И не забываем, что в конце ряда у нас еще 2 изнаночные петли для симметрии. 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе лицевой с центральной петлей, провязали. Далее 2 лицевые, накид, 4 лицевые, повторяем этот раппорт до конца ряда. 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, далее 2 изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, и далее 3 петли мы должны провязать вместе лицевой с центральной петлей. Для этого мы разворачиваем их от себя правыми стенками, первую и вторую петлю меняем местами и затем провязываем их вместе лицевой. Далее 1 лицевая, накид, 5 лицевых, и на этом раппорт у нас заканчивается. И дальше мы повторяем его необходимое количество раз до конца ряда. 9-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, далее 3 петли вместе лицевой с центральной петлей, провязываем, провязали, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем этот раппорт до конца ряда. В 11-м лицевом ряду мы будем с вами делать вот такие перевития жгутиков. Итак, кромочную петлю снимаем, не провязывая. Затем 2 изнаночные. И вот эти следующие 6 петель нам нужно сделать перевитие жгутика слева направо. Для этого переводим рабочую нить перед работой таким образом. И просто первые 3 петли, не провязывая, переснимаем на правую спицу. Можно воспользоваться дополнительной спицей, но я не буду. Вот такая у нас должна с вами получиться картина. Дальше следующие 3 петли провязываем лицевыми. Провязали. Теперь левой спицей за работой вот эти 3 петли
которые мы не провязывали, просто пересняли, вводим в них вот так сзади работы, позади работы. Вот таким образом вводим левую спицу. Вот что у нас должно получиться. Теперь аккуратно правую спицу убираем из всех вот этих 6 петель, 3 не провязанных и 3 провязанных. Затем перед работой вот правая спица у нас, возвращаем провязанные петли на правую спицу и вот так их располагаем. И после этого провязываем 3 петли с левой спицы лицевыми петлями. И у нас с вами получается вот такой вот жгутик. А затем мы должны с вами вот эти 3 петли, сначала мы делаем накид, затем вот эти 3 петли мы должны провязать с вами лицевой с центральной петлей. Вместе лицевой с центральной петлей. Так, накид. Придерживаем накид, чтобы он никуда не делся. И меняем петли. Переворачиваем их правой стенкой от себя. Если вы вяжете классическим способом, как я, вот эти 2 петельки возвращаем на левую спицу. И затем вот эти 3 петли провязываем вместе лицевой. Все. И не забываем накид придерживать, чтобы он никуда не соскользнул. Затем, после того, как провязали вот 3 петли, вместе делаем еще один накид. И следующие вот 6 петель мы должны с вами сделать перекрещивание справа налево, то есть наоборот. Для этого у нас рабочая нить остается за работой. Первые 3 петли снимаем с левой спицы на правую, не провязывая. Следующие 3 петли провязываем каждую лицевой петлей. Провязали. Теперь левую спицу перед работой вводим вот таким образом в первые 3 петли, которые мы не провязывали, просто переснимали. Вот так. Вот что у нас должно получиться. Затем, придерживая петли и вот этот накид, аккуратно убираем правую спицу из всех 6 петель, из 3 провязанных и 3 не провязанных. Затем, придерживая накид, за работой возвращаем вот эти 3 провязанные петли на правую спицу и делаем вот так. У нас получается вот петли перекрестились. Дальше мы с вами провязываем с левой спицы 3 не провязанные петли лицевыми петлями. И вот что у нас получается. Это один раппорт. Повторяем его до конца ряда необходимое количество раз. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 3 петли вместе лицевой с центральной петлей. Накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. Затем 14 изнаночный ряд провязываем по рисунку. И уже с 15 ряда начинаем повторять раппорт с 1 ряда. Вот такой симпатичный ажур у нас с вами получился. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить пальчики вверх, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а я также приглашаю вас посмотреть и другие узоры на моем канале.